Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо подорож у Чорнобильську зону відчуження. У попередніх 9 відео я показав вам великий шлях від кордону зони до міста Прип'ять. 10-та серія присвячена прогулянці покинутим 35 років тому містом атомників. Отже, я прийшов у місто зі сторони піщаного плато. З лівого берега це єдина дорога в Прип'ять, тому вибору у мене не було. Я пройшов через радіоактивний могильник та опинився у Прип'яті. Насосная станция. Мертве місто все ще стоїть та ні на краплину не змінило свого похмурого та загадкового обрису. Удень це місце більше нагадує парк, де дуже багато людей. Це офіційні групи туристів, і від них ніяк не сховатись. Статистика показує, що іноді в місті близько 1000 туристів. А вечором місто стає порожнім, і його досліджуємо ми. Правда, з одним великим але. За нами полюють наші друзі у формі. Зарослі у таких випадках нам дуже сильно допомагають, і з патрульних автомобілів нас не видно. Зараз я пересуваюсь гідропроекторською у пошуках квартири. Ця колись широка вулиця нині перетворилась на ось таку картину лісу. Вражає, чи не так? Щоправда, за цією красою дикої природи ховаються підступні люки, арматура та ще Бог знає що. Тому у Прип'яті треба бути дуже уважним. Гидропроекторская. Раньше это была огромная улица, сейчас просто тропинка. Мне вот туда. Повалені дерева та незлічима кількість листя. Така реальність прип'ятських вулиць сьогодні. Трохи згодом я зайшов у випадковий будиночок. Екскурсії зажали мене у кільце, тож на цьому моя подорож містом Прип'ять поки завершилась. І щоб дарма не витрачати час, я пішов дивитись квартири.
Нашел газету за 1 января 1985 года. Вау. 1 января 85, вторник. Цена 3 копейки. Газета издается с 20 июля 1921 года. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Что ж, пока эти грузовики, экскурсии и все прочие там гулят, я здесь готовлю себе покушать. Блин, единственная проблема, что я в поход взял очень мало сигарет, примерно где-то 4 пачки, и у меня вот как раз последняя пачка на целых 3 дня. Я себе, блин, не представляю, как я это переживу. Но если посчитать, то по 5 сигарет в день и все будет окей. И вообще желательно было бы бросить курить, поэтому буду идти без сигарет и, возможно, отвыкну от никотина. Вот такой вот дом. Там за окном гудят экскурсии, а я пока что готовлю себе покушать. В общем, я приготовил себе кофе, причем так покрепче, ну и варю макароны. Ну что, я отправляюсь гулять по Припяти. Посмотрите на задний фон, меня здесь словно и не было. Рюкзак перепрятал. И вот такие вот дела. Сейчас надо будет обходить экскурсии. Иду смотреть на реставрации и на АТХ-2. То бишь стоянку техники, которую сделали специально для экскурсий. Я иду сейчас в обход, потому что там экскурсий очень много в той стороне. И мне как раз тоже в ту сторону, но я пойду вот туда, перебегу дорогу подальше от машин и устремлюсь через заросли. Я сейчас устремляюсь к Лазурному. Не знаю, если там экскурсии, в это время уже быть не должно. Дорога.
машин вроде бы нет. Но эта фигня обманчива всегда. Вот и бассейн. Посмотрите, вход опечатали. Ну, давайте попробуем. Вот сюда. Бассейн лазурный. Возможно, это последний раз, когда я его вижу в походе, потому что здание уже очень аварийное. Я вот пока сюда поднимался, я видел там столько трещин на здании. Его не зря сейчас огородили. В общем, этот монументальный бассейн скоро рухнет. Да, конечно, очень жалко, что здания сильно аварийные. В общем, буду идти сейчас на квартиру Стаса Полесского, которую он недавно отреставрировал. Нашел одну из сталкерских квартир, если это вообще можно назвать сталкерской квартирой, потому что, посмотрите, какие же свиньи тут жили. Да, намусорил в своей же хате и не убрал. Квартира обустроена довольно-таки хорошо, я хочу вам сказать. Я бы даже сказал отлично, но проблема в том, что они взяли и вот так вот нагадили. Это не есть хорошо. Да. Глядя на надпись АВО, все становится понятно. Кухня, кстати, в идеальном состоянии. То есть здесь убраться и все будет хорошо. Я наконец нашел комнату Стаса Полесского, которую он вместе с Викой отреставрировал. В общем, предлагаю сейчас посмотреть на это чудо. Друзья, добро пожаловать. Просто посмотрите на это чудо. И
Судя по рассказу Стаса, комнату постоянно допиливают. Посмотрите на этот ковер, диван. Кстати, очень и очень мягенький. Шторы. Декоративные цветы. Телефон. Телефон. Еще один телефон. Сервиз и пластинки мелодия. Очень антуражная комната. Телевизор и радио. Кстати, откуда здесь телевизор? Ага, это обычный телевизор из магазина в Припяти. Что, но эта реставрация была очень крутой. Реально лучше комнаты маленькой девочки и вот этой вот кухни. На кухне я уже завтра подойду, потому что сегодня темнеет и в помещениях уже невозможно снимать, только на улице. Винно-водочный магазин. Кстати, на входе стоит телевизор. В этом магазине продавали вино и водку. Сколько хозяйственные товары. Это что-то типа универмага. Здесь продавали разного рода, наверное, бытовую хімію і так далі. Я трішки помилився. Винно-горілчаний магазин був поблизу, а це магазин господарських товарів. Кстати, посмотрите, сколько телевизоров. До речі, через цей дворик можна вийти до меблевого магазину. А вот в этом магазине продавали пианино. Зараз я рухаюсь одним з двориків у місті, який так само весь заріс. Звідси це відносно безпечна тропа в центр Прип'яті. У цьому мікрорайоні вечором може здатись, що вже дуже темно, але насправді це ілюзія, яку створює ліс, який тут виріс.
До речі, я поступив дуже розумно, що діставався центру не по дорозі. Бо недалеко стояла якась автівка, на той момент я не міг її розгледіти, і ті, хто були в салоні, також мене не побачили. Через деякий час авто рушило в сторону басейну, а я побіг ховатись в готель. Пізніше виявилось, що це була поліцейська автівка, і, скоріше за все, мене побачила фотопастка в басейні Лазурний. Короче, сейчас в Припяти. Сейчас в Припять приехала патрульная машина. Стоит в стороне бассейна Лазурного. У меня как раз там квартира. Я вот остановился здесь переждать в гостиницу Полесье. Все обійшлось. Хвилин зо 30 я сидів в готелі, попутно попередивши усіх моїх знайомих, які були у Прип'яті, щоб вели вони себе максимально обережно. А потім, коли звук мотору зник десь на півночі Прип'яті, ми зустрілись біля набережної. Встретил толпу сталкеров. Сегодня будем гулять весь вечер по Припяти. Энергетики. Мы же охуели, он типа на канат подвесил ворота. Да, ты когда показываешь нам дорогу, там дорога. Ох, ебать! А вы вот так все. Какой закат охуенный. Вы же не полепка вообще, да? Полепка? Да ну, 2 часа до полепка. Короче, вот мы все и встретились. Пошли протокольный магазин. Нет, он идет червачный. Ой, червачный. А, вы хотели, потому что червачный. Звідси ми відправились в центр міста. Не сталкер, по крыше ходит и под ним трещина. Да пиздец. Это так перекосоебило или оно было в фокусе? Перекосоебило через зиму. А, подожди, это же дневки. Саша, что на великах катался. Да? Да. У меня, короче, есть идея собрать пауэрбанк на 220 вольт.
в море съездить. Похуй. Я бы залез бы честно. Такие уж крутые. До хера класс. Блядь, если это хотел, то хуй. А если нас появится? В парку атракціонів думки розділились. Одна група відправилась кататись на каруселі, а два криш разом з Ванею підкорювали колесо огляду. Трішки згодом я повів групу до себе, де ми вилізли на дах та відпочивали. Насправді це одне з моїх любимих занять в Прип'яті – спостерігати на нічну Чорнобильську АЕС. Типа здесь будет, да, типа по картам, блядь, пиздец. В итоге почти как мы не Бляха-муха. У меня вообще охуенно начинается. Такая. Что? Нормально, у тебя зум, конечно. Бля, вот тут воно вже не фокусує. О, Нормально. Потім скажешь, что подошел к вам. Может там один всего два дали всего, блядь? Нет, там было 3. Было 3. друзья, доброе утро. Третий день в Припяти и вообще четвертый в Чернобыльской зоне. Сегодня движемся на АТХ, стоянку техники, которую сделали специально для экскурсий. Очень поздно вышли в Припять, уже где-то часов 11, и сегодня уже в это время здесь гуляют экскурсии. Находимся сейчас на проспекте Строителей. Насколько тут все поменялось, деревья попадали. Значит, сейчас надо аккуратно обойти стадион «Авангард», потому что я оттуда слышал голоса. Проходим стадион «Авангард», сзади только что была экскурсия. Прям в той стороне. Их очень легко запалить по голосам. В Припяти же тихо. Единственное, что сейчас ветер сильный. Весь микрорайон города Припять полностью поглотила природа. Раньше былые широкие улочки превратились вот в такой вот зарослик из кустов. Вот в такие вот заросли из кустов. Экскурсия. Немножко нагло себя ведем. Днем лучше вот так вот по улицам в открытую не ходить. Сегодня нам так уже идти на выброс, поэтому можно немножко разгуляться. По прямой дороге стоит «Жигуленок».
заброшенный. Подстанция. Пожарная часть города Припять. Отсюда в ту ночь выезжали первые бригады, чтобы тушить пожар на атомной станции. Вот так вот зилы были выставлены в ряд. За этим забором находится АТХ. Сейчас мы его будем перелезать, потому что есть информация, что в той стороне, в будке охраны, находятся люди. Він так лахає, смішно там. Иди сюда. Ты сюда, втыкай. Один зайшов. О. Я его. Ты живой. Вон че там справа. Территория АТХ-2. І сушка. Кирсан її пробував запустити. Експозиція техніки, яка використовувалась під час аварії, під час ліквідації наслідків аварії в місті Прип'ять. ІСУ-152, ребят. Вот, кстати, фотографии. Вообще вот так вот наглые сюда зашли. Можеш мене сфоткати на фоні взяла? Блін, яка вона красавиця, ще й в сохрані. Я такої на фотках ліквідації взагалі не бачив. Вона не виглядає як наша. Ну да. Білаза. Коротше, чистили Прип'ять. Їздили, поливали дороги. Ми такі цілі. Ну, ми йдемо далі, там наліво поїдемо. Да, вот так вот вдоль.
Як вони от того на дах поставили? А? Як вони от того на Та дах камінь. поставили? Класно. Вона зараз петля тут продається. Ребят, туристы сейчас увидели аномалию в Припяти, называется сталкеры, вольные сталкеры. Пропоную втихаря на той блок залізти і сібати звідси нахуй. Я його не думаю, сталкери. Сейчас решили прийти на реставрацию Станислава Полесского, комната маленькой девочки. Где-то вот тут вот она была, насколько я помню. Комнату маленькой девочки уже хорошенько так раздостроили. Со столика украли лампочку, книжку. Хотя бы вот эти книжечки оставили. Но шторы, не знаю, кому они понадобились. В общем, такие вот дела. Вот шторы на полночном. Коврик. Виктора Цоя уже нет вместе с Владимиром Высоцким. Остались только остатки от клея. В сталкерском чате появилась информация о том, что Стеллу Припять раскрасили вандалы сегодняшней ночью. И, возможно, в городе будет шмон сегодня. Поэтому мы не пошли в центр. Сейчас выходим в сторону нашего дома. Вот. А уже вечером еще немножко прогуляемся и будем выходить из Припяти. Мы сейчас идем неподалеку от квартиры Краусана. Я вот решил туда заскочить. Возможно, там что-то интересное можно будет найти. Какой-то схрон сталкерский. Иногда там оставляют консервы и всякую прочую крутую штуку. Насколько я помню, это здесь. На 5-м. Да. Буквально ведь год прошел с того момента, когда я был здесь последний раз. Ну вот, сразу же видно, как тут берцами, причем огромная нога. Опять же ступали на эту обшивку. И тут досталось в этой квартире больше всего. А так в основном ничего не поменялось. Шторы как были, так и остались. Единственное, что вот диван когда-то был сложен, сейчас его разложили, видимо, даже тут спали. Вот такой вот тут вид из окна. Предлагаю прошерстить тут все на наличие нычек. В основном, кроме мусора, тут больше-то ничего нету. Ну, там все пусто. Экскурсия. Росписи левых сталкеров, которые что-то тут Краусана обижали. Разные документы, видимо, из Припяти принесены, алкогольные напитки, точнее бутылки из-под алкогольных напитков. А так нычки в основном пусты. Есть даже градусник. Можно еще вот тут вот глянуть. Книжка. Ого!
немного пыли припал. Да ты гонишь. Да. Он працює? Не зарядка може. Походу убит. Може не зарядиться надо. Ну да. Так он, наверное, не рабочий. Я вот думаю его забрать, а потом владельца найти. Ну что ж, нашел вот такой вот аппарат. То ли его в схрон положили, то ли еще что-то, не знаю. Но в общем, пожалуй, я его заберу. Потом в сталкерский чат скину фотографию. И кто скажет мне, что там было на заставке, или какой пароль, то отправлю по почте. Или даже встретимся с ним. Нашли одну интересную квартиру. Как раз в том доме, где находился Круассан. Дверь была закрыта, но вот так вот случайно открыли. И, в общем, сейчас покажу обстановочку. Окна здесь абсолютно все целые. Это, насколько я понимаю, была кухня. Правда, все отсюда уже вынесли. Даже чугунные батареи. Одна из спален. Посмотрите, как краска на стенах еще сохранилась. Правда, вот обои упали. Но стенка, шкафчик в очень хорошем состоянии. Даже словно его кто-то мыл от пыли. А это же современно. Угу. Походу Круассан принес. Кстати, что интересно, замок на двери еще до сих пор держится, но он уже в нерабочем состоянии. Ага, значит, то была не кухня, вот кухня. Кстати, лампочка. Возможно, именно где-то здесь Круассан проводил свои эксперименты с плитой. Ну и спальня. На одной из 16 этажек поставили вышки 4G. Вот на этой крайней, если вот сюда вот приблизить, находится одна из антенн 4G. Насколько я понимаю, на этом здании стоят даже и камеры. В Припяти много чего поменялось за это время. А вот эта 16-этажка еще более-менее беспалевна, если знать, когда заходить на нее. Ну что, собираемся покидать Припять под вечер. Правда, палевное время, еще светло. Но надеемся на удачу. Рюкзак вообще почти не поможет.
Толпа сталкеров покидает город Припять. Именно в такие моменты мы наиболее сильно палимся, когда идем огромной колеей. А тут пару хлопців на хаті, приїжджайте. Ты еще выйдешь, блядь, с дороги, только не возьмешь. Такої перепугані. Серьезно? Ой, блядь, спалился. Хоть бы ёблики Им похуй. Так вони походу бухі. Там типа водка есть, 100%. А самое главное, то, что вы видели нас, перепугались, и все подошли. Да, они все на самом пропали и очень часто чекают их. Там пару хат, там еще не с хаты хвоста. Спасибо, брат. Когда так много. От звідси фоткай. Як охуєнно мати зум. Бля, вот даже так не понял, что... Така як облака видно. Тільки трохи шумно. Нормально, більше. Общаемся. Развеселить нас по дороге. Луна. А з того облаков вже не видно, так? Да? Да, не видно. Слухай, вона словно, я не знаю, якийсь блінчик, дивись. Так що? Кусок блінчика на хромакеї, чувак. Втикай. Я щас віддаляю. Чтобы вы понимали, это поле полностью мокрое из-за росы. Говорю. Без паники. А что, реально не имеет палки или прикалываются? Да? Не умеет? Похеруферы заебут. Витя, ты этот. Главное, не кричи и умри тихо. Брат, если доплывешь, подарю этот абонемент в портал. В бассейн. Что за прикол с спортлайфом? Там мы в бассейн просто ходим и все, угораем. Друзья, уж поднялся и
приходится переплывать нам пизда. его на матрасе. Ой. Ну тут соглашусь на все 100. О, пойду хоть помою. А, ты видел ставить? 11 даже приедем. Они не будут сносить. 70, 30. Может, плюс 12. Пошли, брат. Ты же смотришь, Нормально. Греби ногами. Вы там точно ничего не оставили, пацаны? Пацки, давайте. Пацки, они далеко уходят. Давайте. На цьому відео добігає кінця. Я вдячний вам за перегляди, підписки та вподобайки. Біля мікрофону був як завжди Мішаня. Я бажаю вам удачі та мирного неба. З вами я ненадовго прощаюсь. Всім па-па!